Всем привет! Стойка стабилизатора – весьма важный конструктивный элемент в подвеске вашего автомобиля. Как выявить неисправность, когда требуется замена и как в принципе это происходит? Об этом уже много видео, в том числе есть и у меня, кто не видел, посмотрите. И по своему конструктиву стойки стабилизатора, они же опоры самого стабилизатора поперечной устойчивости, имеют исполнение шаровой опоры. То есть, если совсем просто, внутри находится шар, который вставлен в пластиковую втулку. Втулка срабатывается, или разбивается, или рвется пыльник, туда забивается грязь, вода, песок, и все это дело начинает ржаветь, соответственно, вырабатывать саму втулку. От этого происходит стук. И в сети, в том числе и в YouTube, я заметил, что есть очень много видео о том, как нужно заменить стойку стабилизатора, чтобы она правильно работала, какие марки производители выбирать, чтобы они более долговечны были. Но в своем большинстве получается, что шаровый механизм, он все равно работает на износ. И многие стали говорить, что это в принципе как расходный материал. То есть стойка, опора стабилизатора – это расходник, который требует проверки каждые 10 тысяч километров и в принципе замены, возможно, каждые 20 или в случае возникновения стука, может быть, даже и раньше. И еще я нашел несколько видео, где авторы утверждают, что такие стойки стабилизатора с шаровыми наконечниками, они восстанавливают до заводского уровня, может быть, даже лучше. То есть они становятся крепче и, соответственно, могут проехать, 100 тысяч и больше километров, может быть, даже практически вечными быть. То есть можно одну и ту же там как-то опрессовывать, я не буду вдаваться в детали, поджимать, и она будет вечная. Также существует еще и другое решение, это полиуретановая стойка стабилизатора, где конструктив абсолютно отличается от шаровой, но и весьма прост. Внутри находится болт. Он просто залит в жесткий полиуретан. Полиуретан весьма износостойк, и это я вам говорю как человек, который постоянно его использует. На Toyota Carina E у меня все стойки были стабилизатора и втулки из полиуретана. На Subaru XV, когда ее только приобрели, был какой-то стук спереди, и я обнаружил, что это как раз были стойки стабилизатора на 47 тысячах. И после того, как я установил там полиуретановый, вот уже, наверное, 8-й год пошел, и никаких проблем с этим нет. Хотя я каждый год туда заглядываю и смотрю, нет ли там никаких трещинок, не выпал ли болт и что там вообще происходит. А теперь дело дошло и до моего автомобиля. Это Subaru Outback по прозвищу Кремень. И те, кто смотрит мои видео, знают, что прошлое видео по ремонту рулевой рейки, там, где мы устанавливали втулку, если нет, то посмотрите, ссылочку я оставлю в описании. Крайне интересное, долгоиграющее видео. И там я обнаружил, что стойки стабилизатора передние уже вышли из строя совсем. И, конечно, требуется их замена. И, к сожалению, на мой автомобиль полиуретановых стоек стабилизатора не существует в природе. Такие производители, как «Нет износа», «Пятикратный ресурс», «Точка опоры», я с каждым с ним связывался через менеджеров, через горячую линию, и все, в принципе, отказали. И я даже задавал конкретный вопрос производителю, прям в лоб. Может быть, стоит уже начать производить такие стойки стабилизатора? На что все разводят руками. И сегодня в этом видео я решил сделать такую усиленную, неубиваемую стойку стабилизатора полиуретановую своими руками. Так сказать, мой ответ желанию производителей не выпускать элементы для моего автомобиля. Назад, скорее всего, это подходит стойка задняя от каких-то других, может быть, Forester, XV, еще что-то. И они посмотрели, да, можем ее рекомендовать к замене на задний стабилизатор. Наперед нет, потому что она имеет изогнутую форму, она очень длинная, 38 сантиметров, поэтому, возможно, никто и не хочет этим заниматься. В этом видео я этим займусь. Конечно, в большей степени это будет какой-то эксперимент, но я постараюсь изготовить настоящую усиленную неубиваемую стойку стабилизатора. Вперед!
Итак, первая стойка стабилизатора у меня уже готова. Вот, я ее приварил, немножко даже зачистил швы, чтобы посмотреть, где может быть что-то еще добавить. Что я понял, что можно варить, там, где полиуретановые вот эти вот втулки, где они запрессованы, вот они ничуть не пострадали, даже вот внутри. Главное вовремя, ну то есть я точечно проваривал и тут же остужал. Точечно проваривал, тут же остужал, потому что отрезал, здесь где-то было около 5 миллиметров. Из-за этого мне пришлось на 5 миллиметров и обрезать основную палочку, тросточку, так скажем. Сама стойка, которая вот была на полиуретановых втулках, она тоньше. То есть у них получается разница. У полиуретановые вот 10 миллиметров, у нашей, наверное, 12. Ну так оно и есть. Вот. И из-за этого я не хотел, чтобы так было, что вот из 12 торчит вот так вот десятка. Хотя, в принципе, может быть, в этом тоже никаких проблем бы не было. Но намного проще приварить, конечно, вот к основанию. И смотрите, чтобы ровно точно поставить и не перепутать ничего, да, не сделать так, чтобы она смотрела в бок. Я сделал здесь прорезь ровно посередине. То есть прорезал серединку болгаркой и, соответственно, сделал насечку здесь. То же самое здесь. Посередине прорезал и оставил насечку здесь. Для того, чтобы потом выставлять. Ну что, все как было, так и осталось. Тугая, хорошая. Размер тот же, 34 от болта сантиметра, 340 миллиметров. Поэтому буду ставить. Сейчас только немножко, может, подкрашу и порядок. Все, успел даже подкрасить я нашу стоечку стабилизатора. Ну, у меня баллончики там было, по-моему, еще от Toyota, такой вот темно-зеленый цвет. Но это не столь важно, она все равно здесь будет ржаветь, вся была грязная, пришлось зачищать. Теперь у меня все четко, ничего не расплавилось, 34 сантиметра, 340 миллиметров, если в строительной терминологии говорить. И будем ставить теперь на место, вот так вот, да. И что я еще хочу сказать, какой нюанс. Здесь резьба на М10. А старые были, те, которые я отрезал, вон там валяются, они М12. Соответственно, здесь пойдут уже только свои болты, которые шли в комплекте. Родные не проходят. И посадочное гнездо, что здесь, вот, что здесь, оно шире, да, и, соответственно, ну, конечно, когда гайка затянется, я так планирую, да, уже ничего, в принципе, не будет, не стучать, ничего не будет. Но на всякий случай я нашел такой вот шланг силиконовый и как проставочка сделаю, то есть между вот сделаю и затяну, ну то есть чтобы никакого стука не было, поэтому вот такой вот нюанс сделаю. И она очень хорошо, кстати, садится вот сюда, сейчас покажу. Вот я ее сюда поставил, она внутри, и сейчас поставлю еще и здесь, и буду все затягивать. Начнем установку. Все, колесо на месте, и вот смотрите, выкрутив руль до упора, вот он болтик. Сейчас мы тут отсюда отлично его сможем затянуть. То же самое с той стороны, как только вырулим в обратную сторону. Таково требование, будем придерживаться. Зачистим, и будет порядок. Здесь смотри, какой хороший получился. Видно? Итак, машину я загнал. Прежде чем залезть в яму и начать разбор и замену, хочу показать, это оригинальный стабилизатор поперечной устойчивости от Subaru Outback. 16 мм толщиной. Даже 16,5, ну, наверное, из-за краски. И здесь находятся вот такие вот стойки стабилизатора. Да? Вот тоненькая получается палочка, но она вот удлиненная. Потому что если вы смотрите мои видео регулярно, знаете, что я где-то около полугода назад установил усиленный стабилизатор поперечной устойчивости от Subaru WRX STI. Также устанавливается на ливорке. И у них вот эта вот планка, она короче, где-то вот на 16-18 мм. И мне, конечно, в комментариях там подписчики, ну и
леворговоды говорят, что, ну, конечно, желательно вернуть ту самую удлиненную планку, как у меня была, для более правильной работы подвески. Чтобы не был зажат, получается, чтобы не было зажато вывешивание задних колес. Ну, больше для преодоления каких-то препятствий, наверное, вот так вот. Хотя я замерял, и, в принципе, когда вывешивал колесо, все как было, так и осталось. Тем, кто больше интересуется, вот как это все было, я оставлю ссылочку в описании, посмотрите, как проходила замена. И сейчас я, конечно, пришел к тому, чтобы заменить, потому что я проездил вот уже чуть больше полугода, знаю, как они себя повели, и как ради эксперимента хочу поставить обратно удлиненные, только усиленные. И мой выбор пал на вот такие вот усиленные, потому что я вот люблю все полиуретановое в подвеске. Один в один она вот подходит, все с ней хорошо. Единственное, что совершенно другой принцип работы. Здесь внутри шар, так сказать, шаровый механизм. Он работает во втулке, и вот резиновый пыльник все это дело защищает. Если он рвется, или если постоянно машина преодолевает брод, грязь, реагенты, то туда вот, конечно, вот может что-то забиться, потому что там нету стопорного кольца, вы видите, да? Вот, я даже вот чуть-чуть его приподнимаю, а тут выходит смазка. При попадании туда вот влаги, реагентов, песка, все это дело корродирует, ржавеет, работает как наждак, и, соответственно, втулка изнашивается, появляется стук. Ну, вот это оригинальная, родная, ну, она мягкая, но, в принципе, еще живая. То есть, самого люфта, ну, неощутимо, да, хотя вот, ну, в принципе, требует замены все равно. Здесь же конструктив совершенно другой. Запаянный болт внутрь полиуретановый. Да, все это дело удерживает вот эта вот, можно сказать, металлическая втулка. И, соответственно, уже никакой воды не боится, там, песка, реагента, потому что внутрь ничего не попадает. Но это и другой, так скажем, принцип работы. То есть, если здесь шаровая опора, принцип работы шара, то здесь уже как сайлентблок. Ну, некоторые говорят, что же это за стойка стабилизатора, которая будет работать как сайлентблок? А смотрите, оригинальная, вот она, да, тоже, вот он, сайлентблок. То есть, в принципе, все должно хорошо работать. Некоторые и наперед даже делают. Я заметил, что некоторые видео, которые мне попадались, как сделать неубиваемую стойку стабилизатора, берут именно вот наконечники рулевые, они же более усиленные, и соединяют их между собой. То есть, там получается вот соединитель, они же с двух сторон резьбовые, и делают такие вот вечные стойки стабилизатора. Я тоже захотел сделать вечную стойку стабилизатора, но только полиуретановую. Неизвестного производителя взял полиуретановую головку, приварил к своей планке и поставил. Посмотрим, что из этого получилось. Так сказать, такой эксперимент. Вот он, мой усиленный стабилизатор. Для того, чтобы его снять, нужно будет снять вот эти скобы. Всего два болта здесь, два болта слева. И по одному болту, одной гайке, для того, чтобы полностью снять сами косточки. Кстати, в прошлый раз, когда я устанавливал, я так увлекся, что вот этот изгиб небольшой сделал его вниз, да? И мне стали говорить, ну ты перепутал, надо срочно переделать, чтобы было наверх. Ну, сейчас я попробую, и потом, кстати, сравню, вообще будет какая-то разница. Потому что, когда я спрашивал, ну, он хорошо встал, все у него хорошо, ничего не мешает, разница-то есть, изгиб-то небольшой. Он говорит, да, наверное, есть, но какой именно, никто не смог объяснить. Поэтому, ну, сейчас я переверну и просто, не знаю, будет ли какая-то разница и изменения в работе. Посмотрим.
Все, усиленные косточки стабилизатора я уже установил. И вопрос о том, нужно ли смазывать. Я считаю, что нужно. И внутри втулки, и снаружи. Потому что она, некоторые считают, работает как торсион. Типа на скручивание. Ну, нет. Я не думаю, что она работает именно так. Скорее всего, это просто втулка. Это не сайлентблок. И внутри она все равно ходит. То есть она вот именно и изнашивается от этого. Конечно, если подходить более правильно, то можно, как вот производитель делает, они воском обдают свои детальки, для того, чтобы можно было там, не использовать такую смазку, которая цепляет к себе пыль, которая превращается в грязь, там, налет. Поэтому, да, вот, конечно, нет у меня просто с собой сейчас свечки. А так вот парафином натерли, он высох, и смазка хорошая, и никакой грязи не прилипнет. Вот такой мой совет. Смотри, видно, да? Как он, получается, втулка ходит внутри и прям до блеска все отполировывает. И на этот раз мы его установим вот этим изгибом кверху. Понеслась. Все стойки стабилизатора я только наживил и буду обязательно их затягивать полностью на нагруженном автомобиле. Так, все установил. Отлично поместился, даже изгибом наверх. Теперь будем затягивать. Используем динамометрический ключ. Скоба втулки стабилизатора 30 ньютон-метров. Сама стойка стабилизатора 38 ньютон-метров. При установке полиуретановой стойки стабилизатора крайне важно отметить, что здесь есть гайка удерживающая. Она в основном, конечно, служит для того, чтобы можно было скрутить после уже отработанного времени, когда поменять ее на новую, да, а не этим дурацким шестигранником там удерживать. Кто это придумал, не знаю. Но также еще для того, чтобы не провернуть внутри болт, внутри полиуретановой втулки, нужно придерживать ее. И только тогда затягивать до нужного момента. Если этого не делать, забить на все, то появятся трещины в полиуретане, и тогда втулка уже не проживет столько, сколько заявлено, и даже больше. Все готово. Кстати, отвечая на вопрос, как же можно все-таки самостоятельно определить, что вышли из строя стойки стабилизатора, и их нужно менять. Достаточно просто вот взяться за них при нагруженном автомобиле и покачать. Бензин есть. Ну, конечно, это новое, еще полиуретановое, здесь проблем нет. Но если она разбита, то мы бы услышали вот такой вот стук. И, кстати, смотрите, вот оригинальные, что первая, что вторая, они имеют вот такое вот кольцо металлическое, да, которое их обнимает, но не имеют ничего, никакого как бы хомута, да, чтобы вот здесь вот через эту щель не выходила смазка, вот она, смотри, вот раз, и тут же выходит, да, и чтобы туда ничего не попадало, никакая грязь, никакая пыль, песок. Странное решение, наверное, заточено на то, чтобы просто это был расходник, и его приходилось регулярно менять. Покажи мой подарок. Красавица супруга мне подарила красивые, замечательные колпачки Subaru. Не просто колпачки, а с ключиком. С ключиком? Да. Боже мой. Это уж прям какое-то извращение. Ну ладно, хорошо.
Все, закончил, установил задние стойки стабилизатора, но, к сожалению, наперед на нашу модель полиуретановых не выпускают. Поэтому я подсуетился немножко и решил провести такой эксперимент и сделать их самостоятельно. Взял No Name, отпилил, приварил, покрасил, поставил. Вот, поэтому это просто эксперимент, я никому не советую так делать, просто я для себя вот такой вот провел. И поэтому надеюсь, что, может быть, производитель увидит и думают: о, да пора бы уже, наверное, нам наперед Subaru делать стойки все-таки такие вот изогнутые. Конечно, они усиленные, и, может быть, только на Subaru они идут, и то только на несколько моделей, поэтому их в производство не пустили. Задний стабилизатор мой усиленный, я тоже его повернул, теперь он этой дугой наверх смотрит. Ну, будет разница, нет, узнаю. Наверное, надо смотреть на больших скоростях и зимой, конечно. И хочу сказать, что проделывая такую работу своими руками, да любую работу, которая касается обслуживания или мелкого ремонта автомобиля, вы не только экономите денежные средства, ведь это своего рода страсть. Страсть общения человека с машиной. Поэтому поставьте этому видео лайк, если вам понравилось, было полезно и познавательно. С вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире и пока.